Мои хорошие, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я записываю видео по вашим просьбам, которые вы мне оставляли в Инстаграм. Вопрос пришел в комментарии от девушки, писала она мне на Ютубе. Она спросила, как я отношусь относительно коррекции судьбы на Таро. И стоит ли использовать арканы какие-либо на свой гаджет, ну, скажем так, чтобы привнести какую-то энергию в свою жизнь, ну и получить желаемого. Можно. Как я к этому отношусь положительно, но я немножко работаю с этим по-другому, потому что я выполняю непосредственно коррекцию тех либо иных событий, которые меня интересуют на колодах. Я не использую телефон для этого. Почему? Потому что не то, чтобы я редко с ним бываю, я с телефонами 24/7, 3 рабочих телефона. Знаете, там не успеваешь посмотреть на заставки, поэтому, наверное, для меня это менее актуально. Начнем. Первое, что вы должны учитывать. Значит, смотрите, если вы практик, вы учитываете свой пантеон. Если вы в темном пантеоне, конечно же, вы берете для коррекции ситуации, либо коррекции судьбы темные колоды. Если вы в светлом пантеоне, то я рекомендую брать светлые колоды, может быть, в чем-то даже радужные колоды. Но все-таки акцент идет на классику. И у меня здесь, вот, я 3 колоды, даже привнесла обычную классическую четвертую. Сейчас объясню, почему такая, с чем начнем работать. Значит, смотрите, если вы берете радужные, на что вы обращаете внимание? Они, как правило, упрощены, эти оракульные колоды, по своей прорисовке и теряют символику. На самом деле символизм, который прорисован в классической колоде, он и несет в себе оккультные значения, которые помогут вам в корректировке. Поэтому стоит ли использовать оракульные колоды? Да, вполне вы можете это делать. Тем более, видите, здесь какие-то более явные прорисовки, которые, возможно, вам будут более ясны, более понятны. Но... знаете, не советую. Объясню почему. Из серии. Вот вы хотите скорого приобретения своего автомобиля, да, там себе рисуете, или достижения какой-то победы. Вот вы взяли 6 жезлов, и здесь барышня на велосипеде. То можете себе накорректировать не авто, а велосипед. Или просто победу в состязаниях, а не победу в чем-либо. Потому что на самом деле вроде бы мелочи, но на самом деле прорисовка зачастую может отыгрываться дословно. Это зависит не от нас, это, скажем так, зависит от энергии Вселенной. Поэтому на вот эти все вещи обращать внимание. У меня сейчас, допустим, нет с собой таковых колод, потому что я переселенец. Но смотрите, например, вы корректируете там, создание отношений, берете двойку кубков. На двойке кубков изображены, как вариант, однополые связи. И если вы не являетесь представителем ЛГБТ, то можете себе накорректировать смену ориентации, беря двойку кубков, ставя себе на заставку, либо на обложку вашего телефона, на чехол. Поэтому на самом деле вот эти все мелочи, все вот эти нюансы, они имеют значение. Вот это то, о чем я вам говорила, понимаете? Поэтому будьте бдительны в этих вопросах, иначе потом, о боги, что же делать, я себе накорректировала, что поделать. Поэтому вот эти колоды, это все, конечно, прекрасно, все, конечно, хорошо, но я все-таки рекомендую обратиться к более классическим вариантам. Итак, вы можете брать для себя классику в чистом виде, как я показывала, это у меня Таро радужного Уэйта, в мини-формате. Значит, каким образом? Вы либо, когда я буду пролистывать, можете себе делать скрин карты, которая вас интересует, либо просто вы в интернете выбираете себе галерею любой колоды, которая вас интересует, и там сделать скрин себе той карты, которая вам близка, и как следствие потом ставить на заставку, а кто-то может даже потом напринтовать себе чехол, либо носить под чехлом. Но опять же, если вы корректируете на отношения, берете аркан влюбленные, то вы должны понимать, что в этом аркане у вас четко должна быть ситуация не выбора, а единства. Сейчас объясню. Вот, допустим, как здесь, видите, соединены одной нитью. Тут нет вопроса выбора, быть или не быть. Вот в чем вопрос. Поэтому обращайте, пожалуйста, на это ваше внимание. Вот эти детали, они очень и очень важны. Я буду вам показывать, наверное, в сравнении с True Black Tarot вопросы коррекции и буду показывать на своей любимой Таро «Небо и земли». Она максимально приближена
классической колоде, поэтому, я думаю, и энергии у нее не являются темными, что самое важное. Вот она, безусловно, для вас будет очень позитивной, очень актуальной. Я объясню потом, почему для чего, точнее, я выложила эти арканы. Опять же, но это больше для практиков, которые уже работают на потоке. То вот у вас энергетика будет лучше идти по True Black Tarot. Это просто моя рекомендация. Там, конечно же, безусловно, вы решаете, с какой вам колодой работать, что ставить себе на заставку. Колоду взяла всю, я не выбирала конкретно. Я буду по ходу пьесы рассказывать вам, какой аркан брать, какой не нужно, что со всем этим делать. Итак, стоит ли брать туз жезлов на заставку? Значит, смотрите, чтобы усилить действие той либо иной карты, что вы можете сделать? Вы можете один аркан поставить на разблокировку, а один уже как общий фон экрана. Или, допустим, один поставить на общий фон экрана, а второй, допустим, у вас может быть чехол с печатью той либо иной карты, которая для вас важна и значима. Итак, туз жезлов. Карта, которая всегда указывает о новых начинаниях, возможности, активности. Это всплеск энергии, потенциала. Это вопросы восстановления энергии и выздоровления. Новый бизнес, новые начинания, новое дело, новые отношения, новая работа. Это, знаете, как мотивация даже начать что-то с чистого листа. Поэтому стоит ли? Однозначно стоит. Карта зачатия ребенка. Карта, которая указывает на тот посыл, ту мотивацию, которую вы вливаете во все ваши начинания, получаете отменный результат. Для мужчины, как бы это сейчас странно не прозвучало, мужчины, для вас эта карта шикарной потенции. Если у кого-то с этим есть проблемы, можете смеяться, можете нет, но это работает. Поэтому можете себе использовать на заставку вашего гаджета, либо будь то телефон, или будь то планшет, компьютер, на что вы чаще смотрите и созерцаете, то, соответственно, это будет для вас очень таким хорошим подспорьем. Колесо фортуны. Тоже вы задавали вопрос, мне писали девочки в Инстаграм. Скажите, пожалуйста, как закорректировать колоду, чтобы сразу получить крупный выигрыш? Ребят, запомните, мы никогда не делаем коррекции на крупный выигрыш, потому что, я вам объясняю по логике вещей. Если бы практики просто могли себе корректировать на получения дохода, все просто были бы мультимиллиардерами, никто бы ни дня не работал, ковырялись бы в носу, никто ничем не занимался. Этого категорически делать нельзя. Прилетит вам по шапке так и членам вашей семьи, что будете выгребать, как говорится, не один год. Поэтому все те, кто пытается скорректировать на быстрое получение дохода, не делайте этого. Вы можете сделать коррекцию на закрытие долгов, на стабильный финансовый поток, просто на приход денег, вот у вас вообще там безденежье ни копейки, да, вот тут может быть, да, кто-то там дал, помог, деньги пришли ниоткуда, но это не коррекция выигрыша, там какие-то баснословные суммы, жить и ничего не делать. Вот в этом случае колесо фортуны поможет. Особенно, если у вас идет речь о каких-то кардинальных переменах, на которые вам сложно решиться. Будь то переезд, эмиграция, смена места жительства, либо перемены в плане работы, отношений, то здесь эту карту вы просто будете чем-то подкреплять. Например, здесь колесо фортуны, например, дно колоды шестерка мечей, поскольку вы хотите куда-то уехать, да, у вас были какие-то проблемы или сложности, или не было помощи откуда-то, то вот таким образом можете делать эту корректировку этой ситуации. Просто на получение денег колесо фортуны и туз пентаклей. На заставке, допустим, одно, на обложке, либо как второй экран у вас будет вторая карта. Далее. Смерть мы никогда не используем. Это максимум могут использовать практики для работы, для каких-то ритуалов, чтобы работа быстрее пошла. Туз мечей. Рекомендую ли я использовать? Скажу честно, не всегда. Объясню почему. Потому что сам по себе это аркан ранений, аркан острой ситуации, аркан споров, конфликтов, ситуации, когда необходимо расставить точки над «и», аркан оперативных вмешательств. Но вместе с тем это карта, когда у вас рождается какая-то новая идея. Вот чтобы быть наверняка уверенным в том, что вы сможете выносить какой-то проект. Допустим, вы не можете сгенерировать идею бизнеса. Масса всего в голове, вы не понимаете, с чего начать и чем закончить. Вы можете закорректировать здесь, например, туз мечей, дно колоды, например, туз пентаклей или туз жезлов, как идея, которая рождает деньги, либо идея, которая дает новое начало, новые возможности.
Но сам по себе в работе он может быть двояким, поэтому самого по себе вот туза мечей лучше не брать. Так, семерка жезлов – это если на вас постоянные нападки, либо вы не можете говорить людям твердое «нет». Ну вот не обижайтесь, да, каждый из нас может чувствовать, что он в чем-то мямля. Так вот, семерка жезлов – это умение закрыться, это умение отстоять свою точку зрения, ситуацию какую-то. То есть здесь вы можете корректировать семерка жезлов и император, то есть быть властным, харизматичным, стойким. Это умение обозначить личные границы, ну и как следствие добиться необходимого результата в целом. По жрице. Шикарная карта, которая в первую очередь работает для медработников, для работников тайных служб, для эзотериков, потому что это аркан, который дает глубокую интуицию, ясновидение, яснослышание, знаки, которые идут отовсюду, будь то вещи и сны, какая-то информация, либо люди, которые попадаются на вашем жизненном пути. Это идет свыше. Особенно если вам нужно сохранить какую-то информацию тайну, либо, например, раскрыть ваш потенциал, у кого-то выяснить, выудить необходимую информацию. В чем здесь разница? На некоторых колодах, вот видите, в данном случае она просто здесь опирается на интуицию, владеет любой информацией, потому что, видите, ключ знаний у нее висит на шее. Здесь книга, и здесь книга закрыта. А есть прорисовки, где книга открыта. Соответственно, если вы хотите узнать чью-то тайну, вам нужно брать аркан жрица, она же ППС, да, там, где книга открыта. Если вы хотите что-то сохранить, то книга закрыта. Казалось бы, мелочи, но вы обязаны на них обращать внимание. Будь то там формат тайных отношений, либо еще какие-то моменты. Закрыть, сохранить информацию. Паж мечей. Опять же, аркан слежки. Аркан в какой-то степени злословия, в чем-то, может быть, острых языков в отношении вас. Но если вам нужно, так сказать, за кем-то прошпионить, собрать информацию, выудить, с кем там ваш милый общается в социальных сетях и так далее, вы можете закорректировать паж мечей, паж жезлов. Это как выявить какое-то общение, сообщение, либо чтобы пришла сама информация, и вы получили то, что вы хотите о какой-то ситуации для вас важной и значимой. Семерку пентаклей не люблю, хотя многие практики ее говорят, что как карта усилий, карта полученного урожая, но не везде. Здесь, допустим, наоборот, на классике, обратите внимание, он ожидает, пока плоды соспеют. Соответственно, у вас это могут быть, знаете, как затяжные какие-то дела. Это у вас могут быть затяжные процессы, недополучение ресурсов, денег. Все, что я могу посоветовать, когда вы используете данный аркан, то это если у вас не получается длительный период зачать ребенка. Вот тогда, безусловно, туз кубков или туз жезлов и семерка пентаклей в связке вы можете это корректировать, как получить желаемое, то есть сам процесс зачатия, вы заложили фундамент, ну и впоследствии уже рождение ребенка. Так, тройка жезлов. Аркан сам по себе легкий. Это если у вас сложности с социальной адаптацией. Вы не можете найти себе там друзей, компаньонов, вы замкнуты. Вам сложно решаться на что-то новое, либо идти дальше. Ну, из серии. Вы пошли, например, на новую секцию. Да? И у вас зачастую может быть так, что вы начинаете и через день-два бросаете. Так, вследствие этого тройка жезлов – это как продолжать до получения результата. Потому что в текущем аспекте она может у вас формировать даже какую-то дисциплину, привычку, соразмерность каких-то событий, регулярность событий. Потому что тройка жезлов, вы видите, ради чего вы это делаете, вы видите дальние перспективы. Если это касается, допустим, применения силы воли в чего-то, ну как девчонкам, сбросить лишний вес, или же там добиться какого-то результата, ну я не знаю, что там еще. Может, вы терпите какие-то длительные процедуры, которые для вас не очень приятны. Вы можете корректировать тройка жезлов и сила. То есть, чтобы с вами была сила, эмоции, возможности, и как следствие вы могли выровнять эту ситуацию. Или, допустим, работа, которая вам уже настолько поперек горла, вам нужно тянуть проект, то опять же тройка жезлов и сила, или тройка жезлов и восьмерка пентаклей, перспективы, которые вы видите в работе. Так, пятерку жезлов не рекомендую, карта конкуренции, споров, интриг, поэтому мы ее однозначно убираем. Туз чаш, ну, карта, которая говорит сама за себя, жизнь полная чаша. В первую очередь это зачатие, это появление новых отношений, это перемены, которые наконец-то радуют, то есть не заставляют просто волноваться, а перемены, от которых вы довольны.
Например, если это отношения, туз кубков, двойка кубков. Наконец-то отношения, которые не просто постольку-поскольку, от которых вы получаете максимум удовольствия. Или если это работа, то туз кубков, восьмерка пентаклей. Либо если это у вас его собственный бизнес, то туз кубков и девятка пентаклей. Но вот здесь осторожно, потому что вы, если вы будете закорректировать, ну, как скажем так, двойственными картами, например, туз кубков, девятка пентаклей, можете себе вместо бизнеса накорректировать вопросы беременности. Поэтому прежде чем что-то выкладывать, вы должны понимать и очень четко ориентироваться по теоретической базе знаний арканов. Потому что, желая получить одно, вы можете получить совершенно иное. Теорию вы должны знать просто от зубов. Вот тогда вам будет легко понять, осознать и понять, что нужно закорректировать, как нужно закорректировать, какого эффекта добиться. Туз пентаклей, ну, как, знаете, я говорю, карта богов, карта дара богов. Один из самых важных, значимых арканов. Почему? Потому что он в себе воплощает абсолютно все. Дар судьбы – это защита от сглаза, защита от деструктивных воздействий, получение прибыли, процветание, новые отношения, новая работа, новые возможности, новые знакомства, прибыль, которая либо помощь приходит из ниоткуда, вопросы восстановления, выздоровления. Ну, в общем, она воплощает в себе абсолютно все. Поэтому в большинстве своем данный аркан является универсальным для коррекции абсолютно любых результатов. Единственное, что если вы хотите чего-то точечно, поскольку мы понимаем, да, вот, как мы говорим, карта включает все. А вы хотите, например, конкретно отношений. Ну, Вселенная может вас не совсем корректно понять. Поэтому вы можете корректировать туз пентаклей и двойка кубков, туз пентаклей и десятка пентаклей, то есть обретение статусной, стабильной, долгосрочной семьи, или там туз пентаклей и десятка кубков, или дом полная чаша, или туз пентаклей и влюбленные, но там, где влюбленные действительно смотрят друг на друга, и там нет вопросов выбора. Это очень важно понимать по прорисовке. Шестерка кубков, когда корректируем, когда нужно наладить взаимоотношения с родственниками, близкими, друзьями, окружением. То есть, например, либо вы с кем-то в ссоре из вашего окружения, хотите отношения восстановить. В этом случае корректируем шестерка кубков и суд. Либо если у вас идут проблемные ситуации, дележки наследства, опять же шестерка кубков или и суд. То есть это важно понимать. Что еще? Кстати, если у кого-то длительный период ностальгия, вы там тоскуете по родине, вам сложно адаптироваться на новом месте, вас ятрит какая-то ситуация, не отпускает вашу душу, то мы корректируем шестерка кубков и аркан умеренность, она же равновесие. Так, ну данный аркан не используем. Вот восьмерка кубков. Знаю, что никогда в коррекции не используется, считается одной из худших карт, но я ее рекомендую использовать, знаете, когда, как вам правильно сказать, иногда некоторым из вас нужно любую ситуацию решать, знаете, как резать по-живому. Сейчас объясню. Например, вы с Васей уже 100-500 раз расходитесь и сходитесь. И наша песня хороша, начиная сначала. Потому что даже если вы ходите, вы из этих отношений, то через неделю-две вы сами уже бежите впереди паровоза. Вася, вернись. И как следствие здесь это попытки восстановить связи, которые для вас являются токсичными. Так вот, если закорректировать, например, влюбленные и восьмерка кубков, выйти из отношений, то это уже выйти раз и навсегда, да, вам сделают больно, но сделают так, что вы уже вернуться не захотите. То есть очень важно понимать, что, когда, для чего и с каким посылом. Императрица, шикарный аркан, аркан плодородия, заработка, увеличения дохода, роскоши, богатства, замужней жизни. То есть для мужчин это обретение партнерши, это хорошие взаимоотношения с матерью, зачатие, деторождение, благость, процветание, молодость, красота. Но только для девчонок. Девчонки, если вы хотите шикарно выглядеть, то не корректируйте просто императрицей. Опять же, можете себе накорректировать или достаток, или беременность. Корректируйте здесь, пожалуйста, по ситуации. Допустим, императрица и звезда. То есть карты, которые показывают по ситуации, что быть шикарной, быть красивой, быть, может быть, для кого-то медийной. Потому что императрица и звезда – это еще как сиять на публике, чтобы вам было понятно, было дословно.
Четверка жезлов, опять же, замечательный аркан, аркан семейной жизни, самодостаточной жизни, потому что здесь карты, которые показывают по ситуации. Ну, в первую очередь, как объяснить? Жизнь семейную, стабильную, без колебаний, без ссор, без изменений. И замечательная карта, если конфликты с соседями, если какие-то проблемы, там, ЖЭК, ОСМД, не знаю, БТИ, то вы корректируете, например. Четверка жезлов и справедливость, она же правосудие, то есть что-то быстро оформить, переоформить. Или же, если вы не можете себя восстановить в жилье, ну, например, потеряны документы, там еще какие-то моменты, либо нужно восстанавливать жилье, то мы корректируем четверка жезлов и суд. Опять же, вопросы наследства, чтобы решились в вашу пользу. Четверка жезлов и суд. Что здесь еще? Пополнение в семействе, четверка жезлов, туз кубков. Деньги, чтобы появились на недвижимость. Туз пентаклей, четверка жезлов. Стабильная семья, шикарные взаимоотношения, десятка кубков и четверка жезлов. Или десятка пентаклей, четверка жезлов. То есть вот эта карта, она в первую очередь воплощает как все, что связано с семьей, соседями, недвижимостью. Сюда же у нас входят и вопросы ремонта, и обустройства. Сытая, стабильная жизнь. Если по состоянию здоровья четверка жезлов, ну давайте с чем. Сейчас подумаю, с чем вам таким. Четверка жезлов, умеренность. Это как стабильное состояние здоровья, комфортное и существование, и комфортная жизнь. Почему не корректирую силы? Потому что иногда четверка жезлов и сила, это может быть накал страстей не с коллегами, господи, с соседями, да, либо какие-то ситуации, которые нужно будет прижимать на корню дома. Поэтому тут этого не советую делать. Дьявол. Дьявол только для практиков. Ребята, для всех остальных не рекомендую эту карту брать в коррекцию. Накорректируйте такое, что не кого-то поставите в созависимое положение, а сами окажетесь в созависимом положении. Поэтому нет, нет и еще раз нет. Король жезлов. Ну, девчонки, ну, если вы хотите себе яркого, огненного, харизматичного, шикарного мужика и внешне, и по энергетике, и с вопросами хорошей потенции, вот вам король жезлов. Корректируйте себе, допустим, там двойка кубков, король жезлов, или туз кубков, король жезлов, как хотите. Девятку кубков не используют с одной стороны, а с другой стороны используют. Как понять, когда все-таки выбирать этот аркан? Почему и да, и нет? Потому что, с одной стороны, это карта роскошной жизни, жизни самодостаточной, кайфовая, я бы даже так назвала. Жизнь полная чаша. Вас удовлетворяет абсолютно все. Это карта и физических удовольствий, и, знаете, как есть от пуза. Сладко спать, сладко есть, сладко жить. Вот чтобы вам так в общем формате вы поняли этот аркан. Но аркан самодостаточной жизни, то есть это могут быть вопросы одиночества, скоропостичных связей, разовых связей. Иногда девятка кубков показывает человека, который не знает меры в еде, в алкоголе, в отношениях, вот беспорядочные половые связи. Поэтому, если вы корректируете, не зря здесь отложила, сейчас постараюсь найти, то тогда вы можете корректировать другими колодами. Ну, например, здесь очень шикарно, мне нравится подача девятки кубков. Потому что там человек занимается гончарным делом, получает от этого удовольствие. Особенно, допустим, у тех, у кого уже иссяк потенциал, мотивация заниматься любимым делом, то как раз тогда вы можете брать аркан с подобной прорисовкой себе на вооружение. Сейчас, секунду, посмотрим с вами. Так, захочешь быстро что-то найти, ничего не найдешь. Вот, обратите внимание. Вот если выбирать на коррекцию, вот я бы выбирала этот аркан. Потому что здесь человек, который получает удовлетворение, умиротворение, жизнь полная чаша, потому что человек нашел себя, свое признание, свою реализацию. У него есть смысл жизни, не знаю, как по-другому вам донести. То есть, выбирая между этим и этим, я бы выбрала эту карту. Потому что, еще раз повторюсь, энергетика колоды, визуальный ряд, они крайне важны. Нельзя корректировать любой колодой чем угодно подряд, потому что это может быть чревато последствиями.
Так, рыцаря мечей не берем, девятку жезлов аналогично. Девятка жезлов может работать как карта защиты только в том случае, если вы ставите туз пентаклей, девятка жезлов, или девятка жезлов, девятка пентаклей, или девятка жезлов солнце. Наша девятка пентаклей, только поговорили. Шикарная карта, особенно если вы являетесь предпринимателем, потому что она благоволит успех, самодостаточность, независимость от кого-либо и очень хороший постоянный приток дохода. Для девчонок, девчонки, в большинстве своем, не всегда этот аркан показывает бизнес-леди, эта карта иногда показывает содержанток. Если кто-то хотел себе, так сказать, найти спонсора, инвестора, либо называем вещи своими именами папика, то, безусловно, это будет девятка пентаклей и император. То есть, если вам нужен такой человек с такой помощью, поддержкой и подачей. Ну, для мужчин, соответственно, можно закорректировать девятка пентаклей императрица, но можете потом накорректировать женщину, которая от вас забеременеет, и потом можете выгребать эти проблемы. Поэтому здесь в таком случае я бы корректировала уже, допустим, если у вас есть какая-то пассия, которую вы там себе выбрали, зная ее знак по солнцу, например, на королева мечей, то я бы корректировала девятка пентаклей, королева мечей, женщина, которая вам оказывает финансовую помощь. Восьмерка жезлов, карта скорости, карта свершения событий, когда нам нужно переехать, быстро получить документы, решить какую-то ситуацию. Это фактически как молниеносное решение. То есть быстро, вперед, без задержки, без каких-либо сомнений. Но вместе с этим карта, которая, знаете, как идет соразмерно с другими арканами. Допустим, если мы будем с вами брать восьмерку жезлов, шестерку жезлов, это как быстрый переезд, либо быстрая доставка груза, товара, то, чего вы ждете. Если у вас проблема с документами, опять же, я бы в этом случае тогда делала восьмерку жезлов и колесо фортуны как судьбоносное решение этого вопроса, оказаться в нужное время в нужном месте. Но будьте бдительны, потому что если вы просто кладете восьмерку жезлов, не подкрепляя каким-то арканом, это может притягивать быстрое, молниеносное развитие негативных событий. Поэтому нужно быть очень осторожными. Так, Луна. Все боятся этой карты и категорически не берут ее в работу. Я рекомендую ее брать для практиков, и в этом случае, вот почему отложила, в этой ипостаси мне нравится вот аркан этот из колоды True Black. Потому что, видите, знак провидения, знак движения, получения информации, как свыше, идет она потоком. Поэтому, соответственно, вам это даст ясновидение, яснослышание, яснознание, вещи, сны. Может, конечно, идти такой напор информации, который вам будет сложен для восприятия, с которым будет тяжело справиться. Но, тем не менее, практикам однозначно да. Для женщин, у которых были сложные роды или какие-то такие моменты, то мы можем закорректировать туз кубков Луна. Но не всем, только практикам, потому что для, скажем так, обычного обывателя туз кубков и Луна может показывать вопросы в дальнейшем алкогольной зависимости, либо психологической зависимости, то есть постоянная работа с психологом. То есть, девчонки, только для практикующих. Так, этот аркан нет. Колесница, прорыв, динамика, переезд, приобретение автомобиля, молниеносные перемены, контроль над текущим положением вещей. Вы хозяин ситуации, вожжи в ваших руках, вы управляете своей жизнью. Да, если это покупка автомобиля, да, если это переезд, но не корректируйте, допустим, как некоторые колесницы и рыцарь мечей, накорректируйте себе боевые действия. И боевые действия, от которых вы будете бежать, сломя голову. Поэтому, когда корректируем, всегда включаем интеллект и понимаем, что каждая карта говорит сама по себе и о чем они говорят в связке. Поэтому, если это переезд, пожалуйста, карты переезда. Колесница, восьмерка жезлов, колесница, шестерка жезлов, колесница солнца, шикарный отпуск, кстати. Колесница мир, эмиграция, которая будет в радость, а не в тягость. То есть учитывайте эти моменты. Так, паж кубков. Карта общения, влюбленности, легкости, романтизма, карта деток. Кстати, во многих колодах, у меня этой колоды сейчас нет, объясняла почему. Таро божественного наследия, кажется, называется, могу ошибаться. Значит, там конкретно прорисованы все пажи. 4 мальчика, 4 девочки. И вот если вы хотите себе на беременность конкретно пол ребенка, то можете закорректировать там туз кубков, туз жезлов или там туз пентаклей, конкретно карта малыша. В данном случае
Вот видите, здесь девушка изображена. Шестерка жезлов – карта победы, карта достижения, целей, переезда, карта социального статуса, смены статуса. То есть, допустим, вы выходите замуж, или вас повышают по карьерной лестнице, или вы переезжаете в новый, допустим, район, который является как, более фешенебельным, более таким респектабельным. То здесь, если вы хотите добиться, допустим, успеха по карьерной лестнице, шестерка жезлов – звезда, особенно вопросов медийности, известности. Если вопросы эмиграции, шестерка жезлов – мир. Если вопросы замужества, шестерка жезлов, там, десятка пентаклей, десятка кубков. И если с успехом, с размахом, там, защитить диссертацию, сдать какой-то экзамен, шестерка жезлов и жрец. Опять же, на высокий уровень энергетики шестерка жезлов солнца, но опять же также может это дать в связке как коррекцию на переезд. Поэтому если просто стабильная энергетика, шестерка жезлов и умеренность. Если на тонус сил, на вопросы выздоровления, шестерка жезлов и сила. Маг, венец творения, как наверху, так и внизу. Лидерские позиции, начало во всех как бы сферах. Удача, успех по всем фронтам, потому что аркан, который говорит, что вся жизнь в твоих руках, и тебе благоволят свыше. Опять же, корректируйте в зависимости от того, чего хотите добиться. Успехов, признания в обучении, преподавании, пожалуйста, туз, это может быть маг и жрец, или маг и жрица. Если вы хотите просто высокого социального статуса, маг и солнце, или маг и шестерка жезлов. Если вы хотите продавить партнера, выйти замуж, там, создать семью, допустим. Опять же, карты семьи. Маг, десятка кубков или маг и десятка пентаклей. Если решить вопросы с недвижимостью, маг и четверка жезлов. То есть, если это вопросы защиты... Сейчас я вам хочу дать максимально такое... Вот, кстати, маг и жрица тоже отлично подойдут. И помимо всего прочего, маг очень хорошо будет работать с арканом мир, как аркан, как карты зеркальной защиты. Восьмерка пентаклей, с одной стороны, хорошая карта, которая солит работу, наличие работы как таковой, но вместе с тем зачастую это карта тяжелого труда. Да, это карта оттачивания мастерства, но которая вам дается потом и кровью. Поэтому, если вы хотите повысить в чем-либо свою квалификацию, восьмерка пентаклей, жрец, восьмерка пентаклей и маг, если просто хотите появления работы, допустим, туз пентаклей, туз кубков, туз жезлов и восьмерка пентаклей. Королева мечей. Это у нас представители интеллектуального труда, это как у нас и врачи, так и представители административно-законодательной власти, либо просто журналисты, копирайтеры. Когда я рекомендую использовать? Когда вам не хватает в чем-либо проницательности, особенно, допустим, в обучении, либо чтобы к вам не относились предвзято, а оценивали вас адекватно по знаниям, то тогда рекомендую корректировать королева мечей и жрец. Если вы хотите повысить свой уровень квалификации, королева мечей, шестерка жезлов, то есть добиться какой-то репутации. Опять же, добиться вопросов медийности, королева мечей и звезда, чтобы о вас заговорили. Так, семерку кубков. Сложный выбор, не имеет смысла. Рыцарь кубков тоже карта такая, легкая. А нам нужны арканы, которые, знаете, как насыщают своей энергетикой. Кстати, если хотите хорошего врача, это будет король мечей и жрец, или король мечей и маг. Вот специалиста, который вам может действительно помочь. Так, вот влюбленные, то, о чем я говорила. Видите, вопросы единения. Тут не стоит выбор, тут не стоит вопросы третьих лиц или каких-то там еще новых товарищей. Вот если хотите себе появления таковых отношений, пожалуйста, туз кубков влюбленный или двойка кубков и влюбленные. Дурак. Использовать ли эту карту для коррекции? И да, и нет. Потому что это все-таки аркан взбалмошности, в чем-то несерьезности, инфантильности. Хотя это карта нового начала, да, начала какого-то безрассудного, в чем-то, может быть, даже глупого. Ее можно использовать только если вы хотите зачать детей, допустим, дурак императрица, либо дурак солнце. Ну, если вы хотите появления нового мужчины, дурак, можно и император, но император таким же будет дураком, понимаете? Поэтому, девчонки, на появление мужчины лучше туз кубков император, либо маг император. Знаете, как будет, как говорится, мужик с яйцами, в прямом смысле этого слова. Вот сильный, волевой, в чем-то может быть жесткий, но
знаете, за которым вы будете как за каменной стеной. В остальном дурака можно использовать как на новое начало. Вот дурак и 8 пентаклей, новая работа. Или дурак, 6 жезлов, как новая поездка или новый автомобиль. Или дурак, 4 жезлов. Но я не рекомендую так корректировать, потому что это может отыграться не как новый дом, а как появление ребенка в доме. Поэтому, ребятки, во всем очень аккуратно. Так, вот 2 жезлов. Быть или не быть, в чем вопрос, да? Тогда я рекомендую вам делать 2 жезлов и влюбленные. Но там, где влюбленные не подразумевают выбора, там, где идет единение. Почему? Потому что это выбор, который будет сделан правильно. Или 2 жезлов и солнце. Выбор, который как озарит вашу жизнь или поможет вам добиться какого-то результата. Или 2 жезлов и мир. Это завершение уже каких-то метаний, вы приходите к какой-то вот стабильной ситуации. Так, ну паж пентаклей это в основном только на появление детей и на успешную учебу ваших детей. Или если вы проходите где-то стажировку, то паж пентаклей и жрец это как успешное обучение. Так, ну паж жезлов это если у вас мало коммуникации в жизни, можете, знаете, как социум, паж жезлов мир или паж жезлов 3 жезлов, паж жезлов 3 кубков. Это у кого мало общения, кто хочет себе друзей, либо новое окружение, либо адаптации в новом окружении, вот тогда можете корректировать. 8 мечей. Карта негативная. Ее не используют. Но есть одно но. Это когда мы в чем-то себя хотим ограничить. В вопросах пищи, в вопросах, не знаю, табакокурения, чего-то. Что мы делаем? 8 мечей, 9 кубков. Закрыть себя от излишеств. Вот тогда это может работать. 3 пентаклей. Но это вы, как говорится, мастер во всех ипостасях, потому что ценит вас за вашу экспертность, за ваше мастерство. Если вы хотите быть востребованным мастером, о себе заявить, это 3 пентаклей или звезда, или 3 пентаклей и мир. Если просто состояться, быть экспертом, это 3 пентаклей и маг, или 3 пентаклей императрица. Это зарабатывать очень хорошие, большие деньги благодаря вашему труду. Аркан справедливость. С одной стороны, аркан позитивный, с другой стороны, негативный. Почему? Очень часто меня спрашивают на решение судебных дел. Но понимаете, почему я не рекомендую использовать этот аркан? Потому что вам может воздастся по вашим заслугам. И вы можете корректировать на замечательное решение судебного процесса, а потом еще сами по шапке отгребете. Потому что, утрированно. Вы предвзято видите ситуацию со своей колокольни. Например, образно, моделируем ситуацию. Вы хотите единоличного опекунства над ребенком. И корректируете правосудие, суд, да, чтобы суд был на вашей стороне. Но по факту суд может рассмотреть, что вы здесь не правы. И по правосудию, по справедливости опекунство могут отдать, например, вашему оппоненту. Королева кубков. Кому не хватает эмоций, не хватает вопросов творчества, знаете, какого-то умиротворения, упокоения, то, пожалуйста, королева кубков, туз кубков, королева кубков, туз жезлов, королева кубков, туз пентаклей, либо королева кубков умеренность, особенно те, кто хотят реализовать себя в качестве психолога. По аркану сила. Здоровье, восстановление. Если это вы хотите победу на состязаниях, это будет сила 6 жезлов. Если это продвижение по карьерной лестнице, сила звезда. И если это отдых, который поможет восстановить силы, это сила солнце. Если это найти влиятельного человека, который, вам окажет какую-то поддержку, это сила маг. То есть обращайте внимание на эти нюансы. Данную карту использовать не рекомендую, потому что по незнанию можете себе накорректировать нехорошие вещи. Как, собственно говоря, и 5 мечей. 10 пентаклей. Карта единства, целостности семьи, карта рода, восстановление семейных связей. Это поиск родственников по генеалогическому древу. Это восстановление каких-то документов родовых. Опять же, это вопросы наследства. Смотря что хотите получить. Если, чтобы наследство, было для вас. 10 пентаклей, 6 кубков. Но с другой стороны, это как восстановление взаимоотношений с родственниками. Тогда можете еще закорректировать 10 пентаклей и суд. Но опять же, карты здесь не дают гарантии, потому что это может быть восстановление отношений с кем-то из родственников, либо отношений с бывшим или с бывшей. Тогда целесообразно корректировать 10 пентаклей правосудия.
Для тех же, кто хочет стабильной семьи, там туз пентаклей, десятка пентаклей, или туз кубков, десятка пентаклей и так далее. Рыцарь жезлов — это чтобы сдвинуть ситуацию, опять же, с какой-то мертвой точки. Можно восьмерка жезлов, рыцарь жезлов. Королева жезлов. Когда вам не хватает уверенности в себе, у кого низкая самооценка. Для мужчин вы берете короля жезлов, для женщин королеву жезлов. И корректируйте в этом случае, давайте так, королева жезлов и императрица. Яркая, харизматичная, самодостаточная, энергичная, сексуально привлекательная. Потому что эта энергетика просто сшибает. Вот тогда действительно эти арканы для вас. Солнце. Аркан счастья, радости, довольства, плодородия, увеличения дохода, отдыха, роскошной жизни, появления детей. Поэтому тут миксуем и корректируем с чем хотите. Если просто слабая энергетика, ставите просто данный аркан на заставку. Если нет комфортной, самодостаточной жизни, солнце и умеренность. Бывает тогда у некоторых энергия через край. Вот тогда мы корректируем, допустим, умеренность и звезда. Шестерка мечей. Карта переезда, карта ухода от чего-либо. То есть аркан, который здесь показывает на ситуацию, что движение вперед. Иногда может быть также с тяжелым сердцем, с какими-то переживаниями. И смотрите, на многих колодах шестерка мечей прорисована там, где человек зачастую едет один. Поэтому, если вы хотите переезжать с кем-то, лодка не должна быть пустая. Если переезд с семьей или воссоединение с семьей, шестерка мечей, десятка пентаклей, шестерка мечей, шестерка кубков, там, шестерка мечей, десятка кубков. Если переход на работу, ну как в другой филиал, шестерка мечей, шестерка жезлов, или шестерка мечей, восьмерка пентаклей, переход на другую работу. Звезда, медийность, артистичность, известность, статусность, публикации, масс-медиа, творческие процессы, особенно для творческих людей это прекрасно. Если хотите заработок через известность, звезда, туз пентаклей. Если просто вопросы медийности, звезда, мир, это быть известным как на весь мир. Если хотите быть с медийным мужчиной, звезда, император, с медийной женщиной, звезда, императрица. Что здесь еще? Если отношения, знаете, как посланные небом, то звезда, двойка кубков. Кстати, союз двух творческих людей. То есть очень такие говорящие карты. Ну, по умеренности сказала, карта покоя, карта равновесия, карта баланса. Кто хочет просто ровной, стабильной жизни, без каких-либо колебаний, корректируем умеренность и четверка жезлов. Король кубков, карта психолога, карта творчества, карта эмоциональной отдачи. Если, опять же, хотите привести себя в состояние в покое, либо уравновесить свою зависимость от каких-либо привычек, король кубков, умеренность. Король пентаклей. Деньги, статус, власть, возможности, реализация, стабильность. Хотите себе такого партнера, если это бизнес-партнерство, пожалуйста, король пентаклей, император. Либо за счет этого человека решить какие-то свои вопросы, король пентаклей, шестерка жезлов. Либо отношения с таким человеком, король пентаклей, двойка кубков. Так, повешенного рекомендую использовать только для эзотериков. Они знают, как корректировать, потому что это, как, знаете, входить в трансовое состояние, в астрал, получать новую информацию. Так, ну по поводу императора поговорила. Уже вам рассказала, потому что это и партнер, и отец, и супруг, и власть имущий человек, смотря какого результата хотите получить. Если семья, император, десятка кубков, или император, двойка кубков. Даже лучше так. Почему? Потому что если император, десятка кубков, это просто может быть женатый мужчина. Либо, если это по бизнесу, император, колесо фортуны. Либо человек, который к вам благосклонен, судья, да, император, суд. Кстати, император, суд еще может идти восстановление с бывшим. Четверка пентаклей, ну ее не используют, но просто карта стабильности. Десятка мечей аналогично. По десятке кубков, опять же, вам все по максимуму рассказала. Уже как корректировать, потому что, видите, ну здесь ряд карт повторяется. И информация, соответственно, тоже. Тройка кубков у нас карта праздников, общения, социальной активности. Вот если вам не хватает коммуникации, либо вам сложно с кем-то наводить какие-то контакты, то здесь однозначно корректируйте. Тройка кубков, тройка жезлов или тройка кубков, шестерка жезлов. Это пользоваться популярностью у окружающих. Тройка кубков, звезда. Это быть на всяких пати, вечеринках и так далее.
Жрец – обучение, наставник, духовный личностный рост, грамотный врач. Поэтому, исходя из того, что вы хотите получить, кстати, карта защиты, то жрец туз пентаклей или жрец солнца – это очень хорошая эгрегориальная защита. Если получить достижение, жрец шестерка жезлов, это в плане обучения. Если официальный брак, опять же, жрец десятка кубков. Так, карту сомнений убираем. Аркан мир. По аркану мира аналогичная ситуация, потому что переезды, завершение цикла, деторождение, эмиграция, просто медийность, открытие бизнеса через интернет. Чего хотите добиться, то и корректируем. Мир звезда, медийность, мир туз кубков, туз пентаклей, туз жезлов, зачатие, мир колесница, переезды, мир император, партнер иностранец, мир солнца, классный отпуск. Ну, то есть тут у каждого свое. Так, отшельника брать не будем, это только для эзотериков. Королева пентаклей просто как сигнификатор женщины замужней, статусной, самодостаточной. И аркан зачатия. Можем корректировать на зачатие. Королева пентаклей, туз пентаклей, королева пентаклей, туз кубков. Просто на вопросы бизнеса королева пентаклей, девятка пентаклей. Если вам нужна чья-то помощь, и, скажем так, в экстренном порядке, то шестерка пентаклей, колесо фортуны. Или шестерка пентаклей, туз пентаклей. Так, ну это аркан рутины, брать его не будем. По суду, опять же, все озвучила, потому что уже были дополнительно, да, у нас арканы и предпосылки. Так вот, карта, которая говорит о том, что если вы хотите отчитать карму рода, то давайте сделаем так. Пусть это будет суд десятка пентаклей или суд десятка кубков. Это как счастливая карма, счастливая семья. Да, это может идти в восстановление каких-то семейных отношений, но в первую очередь еще можете, знаете, как корректировать суд и колесо фортуны. Ситуация, которая меняет карму в лучшую сторону. Ну и двойка кубков, ваша традиционная на любовь. Потому что на любовь, мне кажется, и на деньги писали все. Я в Инстаграме проводила опрос, то есть что для вас значимо, все, любовь и деньги, любовь и деньги. Но двойка кубков, ребят, вот все, что вы хотите. Двойка кубков, туз кубков, двойка кубков, туз пентаклей, туз жезлов, это как новые отношения. Если восстановление отношений с кем-то, то двойка кубков, суд. Хотите семьи, двойка кубков, десятка кубков, или двойка кубков, десятка пентаклей. Если уже встречаетесь, пара есть, но никак не можете съехаться, двойка кубков, четверка жезлов. Ну, как мне кажется, это все предельно просто. Поэтому включаем интуицию, четко формируем запрос, и, как говорится, будет вам счастье, вашей коррекции, вашей ситуации. Ко всему подходите с умом, ко всему подходите с любовью, с радушием, и Вселенная вас обязательно услышит. Я в это верю. Я вас благодарю за внимание. Надеюсь, что для вас данное видео будет интересным. Жду от вас комментариев по прослушанному материалу. Знаю, что многие уже пользуются подобного рода корректировками, и в жизни людей она работает. Поэтому те, кто уже пользуется, пишите свою обратную связь для тех, кто это еще не начал делать. Благодарю за внимание и до новых встреч!